Всем привет! В сегодняшнем видео без лишних слов я покажу, как можно нарастить ногти на макаронах и без спецоборудования. В итоге получатся красивые, интересные и очень легкие в исполнении нарощенные ногти. Для этого нам понадобится пачка обычной мивины, суперклей и любая этикетка, которая заменит формы для наращивания. Открываем упаковку мивины. Нам понадобится не вся пачка, поэтому разделяем на кусочки и выбираем один небольшой. Крошим маленький кусочек в емкость, берем любой груз и активно толчем мивину. Толчем до образования мелкой крошки. Если вы решили нарастить себе ногти таким способом, толочь мивину нужно еще мельче. Затем берем любую этикетку. Я взяла упаковку пробник из-под крема, хорошо вымыла и высушила. Также можно взять упаковку из-под кондиционера для волос, либо же другую бумагу с глянцевой стороной. На упаковке нужно вырезать место для того, чтобы плотно подогнать под ноготь, поэтому вырезаем глубокую арочку. Теперь фантик подставляем под ноготь, чтобы он плотно держался и не разгибался. Зажимаем прищепкой или скрепкой. Форма готова. Теперь берем суперклей и тонким слоем промазываем импровизированную форму. Капайте аккуратно, чтобы после этого все руки не были в клее. Теперь на еще не высохший клей посыпаем крошку из мивины и притаптываем. Поверх снова капаем клей. Капли клея уже делаем более объемными. Снова присыпаем мивину. Тщательно присыпав, утаптываем. Также хочу заметить, если крошка будет мельче, то и наращивать будет намного легче и удобней. Финально покрываем и просачиваем свободный край ногтя клеем. Клею даем хорошо просохнуть минут 10-15. После этого убираем зажим и снимаем форму. Так как форма, пропитанная клеем, тяжело снимается, мы аккуратно срезаем ее ножничками. Срезаем свободный край и по бокам ногтя. Теперь переходим к опилу. Выравниваем боковые параллели. Также убираем ширину и толщину ногтя. Выравниваем верхушку ногтя и придаем с помощью опила красивую форму. После того, как мы тщательно произвели опил, нам также нужно тщательно сгладить место перехода натурального ногтя к мивине. Поэтому мягкой стороной пилочки аккуратно зашлифовываем ноготь, делая плавный переход и убирая горбинку, ступеньку от мивины. Вытираем пыль, смотрим, ноготь готов, и теперь покрываем его лаком. Если на ногте у вас есть некоторые неровности, лаком покрывайте в 2 слоя. Сверху ноготь я покрыла прозрачным лаком, это придало больший глянец. Также выровняла ноготь и убрала все недостатки. На предыдущие видео о наращивании ногтей дома много людей писало комментарии, как мы можем нарастить ногти дома, если у нас нет спецоборудования. Поэтому я вам сделала небольшой лайфхак по наращиванию ногтей дома без оборудования. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и дизлайки. Главное, поставьте колокольчик сверху в углу экрана, чтобы быть в курсе, когда выйдет новое видео. Пока-пока!